Всем привет! В этом видео я покажу, как отремонтировать футбольные кроссовки-сороконожки, у которых сломалась внутренняя вставка. И вот в этих кроссовках-сороконожках внутри есть мягкая стелька такого образца, а под ней пластиковая вставка, которая дает им жесткость. И вот они стали мягкие, она поломалась. Один кусок уже выпал, задний, а передний еще внутри. И его необходимо будет достать, потому что он хорошо приклеен. Для того, чтобы облегчить демонтаж этого кусочка, необходимо воспользоваться строительным феном, которым прогреть внутреннюю часть. И, возможно, после этого клей размягчится, и мы сможем достать. Вот здесь внутри видно, что остаток этой части вставки, он приклеен каким-то белым клеем. Я думаю, что он все-таки не термостойкий, и нагрев поможет его снять. Строительного фена на первой мощности, чтобы не перегреть внутреннюю часть, попробуем плавно нагреть эту вставку. Как видите, вставка поломалась в двух местах, спереди и по центру, поэтому она уже непригодна к эксплуатации. Такие запасные я не видел, не продаются, поэтому придется сделать свою. Я воспользуюсь куском эластичного пластика толщиной 3 мм. Попробуем с нее вырезать такую же самую вставку и вклеить ее в обувь. Возьмем эту вставку и хорошо ее обведем с помощью перманентного фломастера. После этого возьмем электролобзик с полотном с мелким зубом и выпилим по периметру эту вставку. Мы подошву слегка обработали с помощью шлифовального круга и углошлифовальной машины. С этой стороны, чтобы он был более такой рыхлый и тоньше, потому что толщина пластика была немножечко толще. Теперь мы хорошо прогреем феном эту подошву и попробуем немножечко сделать ее лодочкой, как оригинал, чтобы она плотно облегала ногу. Сейчас мы нагреем, ставим кроссовок и пробуем придавить ногой, чтобы она приняла форму. Греем, вставляем в свое место ее. Немного постоим, пока она остынет, и проверим. После этого достанем вставку и посмотрим ее состояние. Видно, что она слегка стала выгнутой внутрь. Вот вставка в кроссовок готова. Теперь мы возьмем мелкую наждачную бумагу и хорошенечко пошлифуем верхнюю часть, для того, чтобы стелька по ней не скользила во время бега. Совсем немножко, чтобы из глянцевой она стала матовой. После этого мы приступим к приклеиванию этой вставки в кроссовок. Для этого я воспользуюсь клеем Найрит, но можно использовать клей 88. Сначала обезжирим обе поверхности с помощью бензина калоша. И также внутри кроссовка. После этого необходимо высушить обе поверхности от бензина.
И наносим тонкий слой клея на обе поверхности, которая будет склеиваться. Равномерно размазываем кисточкой. Одну поверхность и внутри кроссовка. И после этого ждем 15-20 минут до высыхания слоя клея. Вот, прошло 20 минут, и можно склеивать обе поверхности. Клей уже не липнет к пальцу. Аккуратно соединяем обе поверхности. Следим, чтобы ничего не прилипло не в том положении, которое нам не нужно. И после этого нужно положить в стельку и одеть кроссовок, чтобы вставка хорошо прижалась к своему основанию. И обуваем на ногу на 10 секунд, чтобы сильно прижать. Вот вставка вклеена в кроссовок, и можно через 24 часа их одевать и играть в футбол. Вы посмотрели видео о том, как отремонтировать вставку на кроссовках сороконожек для игры в футбол. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!